Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые и интересные слитки. Вяжутся данные слитки очень просто, но смотрится при этом красиво и оригинально. Для вязания слитков нам понадобится пряжа. Я буду вязать данные слитки из слонимской пряжи. Слонимская пряжа, она у меня идет вот моточек, состоит из 4 тонких ниточек. Это у нас идет 50-граммовый моток, и метраж идет 202 метра на 50 грамм. А вязать мы будем в 3 моточка. Ну или вот я ниточку достану из середины, то есть как вот из 3 мотков. Если мы это все посчитаем, то получается у нас метраж на 100 грамм где-то примерно 135 метров. То есть вязать я буду в 12 таких ниточек. Также для вязания нам понадобятся спицы. Я буду вязать на круговых спицах. Длину я буду брать 60 сантиметров и толщина спицы 3,5 миллиметра. И в мастер-классе данные слитки мы будем вязать на размер 35-37. Но перед тем, как приступать к вязанию, вначале мы разберемся с принципом вязания слитков и какую же деталь, сколько сантиметров нужно провязать, так, чтобы данные слитки вы смогли связать на любой размер ноги. Вот такую заготовку мы должны будем с вами связать. Если мы измерим вот высоту нашей заготовки, то она у меня получается вот 10,5 сантиметров. А вот эта ширина будет зависеть от вашего размера ноги. Для этого нам необходимо знать размер ноги в сантиметрах. Как я сказала, в мастер-классе я буду вязать слитки на размер 35-37. Я возьму среднее значение, это 36 размер, так как разница между ними идет в полсантиметра. И 36 размер у меня соответствует длина ступни 23 сантиметра. Дальше мы длину нашей ступни 23 сантиметра умножаем на 2, так как наша заготовка вот идет по кругу, 2 раза оборачивает нашу ступню. И это у меня получается 46. Дальше от этого числа, которое мы получили, мы должны отнять вот 46, 6 сантиметров, так как узор у нас идет платочная вязка, и она хорошо, вот эта платочная вязка тянется, и как раз таки 6 сантиметров это то число, которое мы должны отнять так, чтобы следок хорошо сидел на ноге, и это у меня получается 40. То есть, соответственно, вот эту заготовку я должна связать длиной 40 сантиметров. Для размера ноги вот 35-37. То есть, соответственно, если вы будете вязать из другой пряжи или на другой размер ноги, то вы ориентируетесь не на количество набранных петель, а на ту ширину, которую вы должны получить в итоге. Давайте сразу измерим вот мою эту заготовку. Вот смотрите, получается вот эта ширина 40 сантиметров, так как я и планировала. Теперь поговорим про вот эту выемку. Следок на правую и на левую ногу будет вязаться немножечко по-разному. Разница будет вот как раз таки в этой выемке. Вот я здесь вязала следок на правую ногу, и здесь я делала выемку с этой стороны. На левую ногу это у меня идет следок, и я делала выемку вот с этой стороны. Здесь в данном случае я бы не ориентировалась, на правую мы вяжем ногу или на левую, то есть мы должны здесь основное запомнить, что мы должны связать 2 таких детали, и вот эти выемки мы должны сделать с разных сторон. На одной детали с этой стороны, на второй детали с этой стороны. По ходу вязания я это все объясню и покажу. Смотрите, по поводу размера вот этой выемки. То есть если мы измерим вот это количество, у меня получается 5 сантиметров. И здесь у меня получается где-то вот 4,5 сантиметра. То есть примерно края этой выемки должны быть одинаковые. Опять же, повторюсь, плюс-минус полсантиметра большого значения иметь не будут. То есть, соответственно, если мы деталь вот эту вяжем, вот как мы измерили 10,5 сантиметров, то примерно вот на серединке мы начинаем запускать петли и потом вяжем оставшуюся часть петель. Так как сейчас, когда эта деталь у нас будет готова, мы вот так соединим эти 2 края, и вот здесь мы сошьем. Вот видите, здесь у меня ровненько все совпадает. Вот. Итак, друзья, надеюсь, принцип вязания данных слитков вам понятен.
Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. Вязать слитки я буду на круговых спицах. Диаметр 3,5 мм. Длину можете в принципе брать любую, можно вязать и на прямых обычных спицах. Единственное, чулочные спицы не подойдут, так как петель у нас будет сейчас много, поэтому я беру круговые спицы вот длиной 60 сантиметров. И сейчас мы приступаем к набору петель. Дополнительно вот для набора петель я взяла обычную еще чулочную спицу, так как набирать петли я буду сейчас на 2 спицы. И обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю на спицы 78 петель. Петли я набрала, чулочную спицу я убрала, и сейчас приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, все остальные петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда на протяжении всего вязания мы будем провязывать изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону и приступаем к вязанию второго ряда. Кромочную петлю в начале ряда мы снимаем. И опять до конца этого ряда мы вяжем все петли лицевые. Последнюю петлю в конце ряда мы будем провязывать изнаночной петлей. Поэтому довязываем второй ряд до конца, провязывая все петли лицевые. Второй изнаночный ряд я закончила вязать, перевернула вязание на лицевую сторону, и теперь третий и четвертый ряд мы также провяжем все петли лицевыми. Первую кромочную петлю мы просто снимаем, последнюю петлю мы провязываем изнаночной петлей. То есть вот я сейчас вяжу третий лицевой и четвертый изнаночный ряд, провязывая все петли лицевые и в лицевом, и в изнаночном ряду. Итак, я закончила вязать четвертый ряд. То есть если на вязание мое смотреть с лицевой стороны, то у меня вот получилось 2 платочные дорожки и наш вот наборный край. И теперь мы будем вводить ниточку контрастного цвета и будем вывязывать наши полоски. В пятом ряду мы начинаем вывязывать наши полоски. То есть вот я беру ниточку салатового цвета, серую ниточку мы не обрезаем. И теперь пятый ряд мы провязываем ниточкой салатового цвета. Первую кромочную петлю, так как у нас идет смена цвета, я провязываю лицевой петлей, и дальше все петли я вяжу лицевыми. Вяжем так до конца этого ряда, провязывая все петли лицевые. Последнюю кромочную петлю в конце ряда мы провяжем изнаночной петлей. Пятый ряд я закончила вязать. Вязание я перевернула вот на изнаночную сторону и приступаем к вязанию шестого ряда. Шестой изнаночный ряд мы также будем вязать вот ниточкой контрастного цвета. В моем случае это салатовый. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше в шестом нашем изнаночном ряду провязываем все петли лицевые до конца этого ряда. Последнюю кромочную петлю мы провязываем изнаночной петлей. Поэтому довязываем шестой ряд до конца. Шестой ряд я провязала, перевернула вязание на лицевую сторону, и сейчас с лицевой стороны вот у меня получилась платочная дорожка вот нашего контрастного цвета. Теперь сбоку вот здесь мы поднимаем нашу серую ниточку, и седьмой наш ряд мы будем вязать ниточкой серого цвета. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета. И дальше все остальные петли я провязываю лицевыми до конца этого ряда. Это мы с вами вяжем седьмой ряд. Далее вязание мы наше перевернем на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны ниточкой серого цвета мы провяжем также все петли лицевые. То есть смотрите, сейчас если посмотреть на наш следок, вот здесь мы сбоку будем смотреть, у нас получается вот наш наборный край, потом идет 2 платочные дорожки, дорожка зеленого цвета. То есть так, как у нас идет и здесь. Вот наборный край, 2 платочные дорожки и дорожка зеленая. То есть сейчас мы с вами будем провязывать самостоятельно. Смотрите, зеленую дорожку мы провязали. Сейчас мы вяжем дорожку серую. То есть это у нас получается 7 и 8 ряд. 9 и 10 ряд мы с вами провяжем ниточкой салатового вот, или зеленого цвета. Это 9 и 10. Дальше 11 и 12 ряд мы провяжем ниточкой основного нашего цвета серого. Дальше 13 и 14 ряд мы провяжем ниточкой
вот салатового цвета, так, чтобы у нас получилась вот такая вот полоска. Чередование: одна платочная дорожка зеленого, одна платочная дорожка серого, зеленый, серый и зеленый. После того, как у нас с вами получится вот 3 дорожки контрастного цвета, ниточку зеленую мы можем уже обрезать. И дальше продолжаем вязать ниточкой серого цвета. После нашей последней зеленой полосы еще 5 платочных дорожек. То есть после нашей вот 3-й зеленой полосы мы должны провязать еще 10 рядов вот ниточкой серого цвета, так, чтобы у нас получилось 5 платочных дорожек. Дальше я подключусь и покажу, каким образом мы будем дальше вязать наш следок. Итак, вот я провязала определенный участок деталей. Как я сказала, после 3-й нашей зеленой полосы у меня получилось вот 1, 2, 3, 4, 5 дорожек из платочной вязки. То есть вот таким образом выглядит сейчас моя деталь. То есть наборный край, 2 дорожки, зеленая, 1 серая, зеленая, 1 серая, зеленая и 5 платочных дорожек серого цвета. Теперь давайте измерим нашу эту деталь в сантиметрах. Вот у нас получается где-то примерно 6-6,5 сантиметров. Теперь нам нужно закрыть часть петель. Смотрите, следки на правую и на левую ногу вяжутся немножечко по-разному. То есть вот этот участок у нас будет вязаться одинаково и на правую, и на левую ногу. Теперь, если посмотреть наш следок, у нас вот идет такое вот закругление в правую сторону. Соответственно, на втором нашем следке нам нужно, чтобы вот это вот закругление шло в левую сторону. Поэтому здесь на этом этапе я вам расскажу, в чем будет разница правой ноги от левой. То есть вот эту деталь, как я сказала, мы будем вязать одинаково и для правой, и для левой ноги. Вязание вот я сейчас держу лицевой стороной к себе. Поэтому, когда мы будем вязать один следок, вот, допустим, когда я вязала вот этот следок, после того, как я провязала вот эту вот деталь, я сейчас приступила к запуску петель. То есть я сейчас в самом начале нашего вязания, то есть вот начало нашего ряда, то есть это наш лицевой ряд, запустила 10 петель. То есть вот первую петлю я снимала, вторую петлю я провязывала лицевой и снятую петлю продевала через провязанную. То есть это вот мы запустили одну петлю. То есть таким образом в начале нашего вязания, на этом этапе, в начале мы закрываем 10 петель. Это когда вот я вязала вот этот следок. И после того, как я в начале закрыла 10 петель, я просто продолжила вязать этот ряд лицевыми петлями. Я сейчас вяжу следок на вторую ногу. Поэтому, когда мы будем вязать следок, вот как я сейчас вяжу на вторую ногу, эти 10 петель я буду закрывать не в начале ряда, а в конце. Вот с этой стороны я должна буду сейчас закрыть 10 петель. Поэтому этот ряд я дальше продолжаю вязать. То есть если в рядах 25 ряд я вяжу все петли лицевые. То есть этот ряд я вяжу сейчас до конца. Итак, вот я закончила вязать вот с лицевой стороны наш 25 ряд. Далее вязание вот я перевернула на изнаночную сторону. И как раз таки вот в 26 изнаночном ряду я буду запускать вот с этой стороны 10 петель. То есть первую кромочную петлю я снимаю. Дальше петлю я провязываю лицевой. И снятую продеваю через провязанную. То есть это одна петля. Дальше опять провязываем. Вот, снимаем и спускаем. Вторая, третья, четвертая. Вот я запустила 10 петель по изнаночной стороне. То есть если я сейчас вот вязание положила лицевой стороной вверх, то на одной ноге, когда мы вяжем, мы запускаем вот в 25 нашем ряду с этой стороны 10 петель. Если мы вяжем на другую ногу, то мы 25 ряд провязываем и в 26 изнаночном ряду с этой стороны запускаем 10 петель. И вот после того, как мы запустили или с этой стороны 10 петель, мы дальше продолжаем вязать наше полотно платочной вязкой. То есть и в лицевых, и в изнаночных рядах мы все петли будем провязывать лицевыми. То есть вот первую кромочную петлю, где мы закончили запускать наши петли, я снимаю. И дальше до конца этого ряда провязываю все петли лицевыми.
Последнюю кромочную петлю в конце ряда я буду провязывать изнаночной петлей. Итак, вот я закончила вязать 26 ряд. Вязание я переворачиваю на лицевую сторону. Значит, смотрите, во-первых, вот эти кончики уже все можно спрятать. Мы их прячем любым удобным для вас способом, вот по изнаночной стороне. То есть теперь я вяжу вот эти вот петли. То есть если мы сейчас пересчитаем наши петли, у меня сейчас на спицах 68 петель. То есть смотрите, мы сейчас с вами закончили вязать 26 ряд, а всего у нас этих рядов должно быть 39. То есть, соответственно, с 26 ряда, мы его только что закончили вязать, по 39 ряд включительно мы сейчас вяжем вот эти 68 петель, и в лицевых, и в изнаночных рядах мы их будем провязывать лицевыми петлями. Первую кромочную петлю мы снимаем, последнюю петлю мы провязываем изнаночной петлей. Итак, вот я провязала необходимое количество рядов. Значит, давайте сразу эту деталь измерим в сантиметрах. У меня она сейчас получается, ну вот где-то примерно 10-10,5 сантиметров. И вот по рядам, как я и говорила, зеленая полоса, и после зеленой полосы у меня идет вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 платочных дорожек. Это идет лицевой мой ряд. Кончики здесь я уже спрятала. И сейчас с лицевой стороны вот я провязала лицевой ряд. То есть вот 12 дорожек и провязала я лицевой ряд. Далее вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. И теперь по изнаночной стороне мы будем закрывать наши петли. Петли я буду закрывать вот обычным способом. Первую петлю я буду снимать. Вторую петлю провязываю лицевой. И первую снятую петлю протягиваю и спускаю через провязанную. Опять провязали, протянули и спустили. При запуске петель стараемся контролировать натяжение петель и нити так, чтобы этот край не был сильно перетянут. И вот в конце у меня осталась одна последняя петля. Кончик от моточка можно обрезать. Единственное, ниточку оставляем подлиннее, так чтобы нам этого кончика хватило сшить наш следок. И дальше петельку вытаскиваем подлиннее. Кончик этот просовываем в петельку. Ниточку вытаскиваем. И петельку эту аккуратно затягиваем. Все, мы связали нашу деталь. Теперь нам осталось только сшить наш следок и сделать обвязку. Мы одеваем нитку в иголку с большим ушком и сейчас будем приступать к сшиванию нашего следка. Значит, смотрите, мы должны будем с вами сшить вот эту часть. Так, это у нас получится вот таким вот образом уголочек. Затем это вот так вот заворачиваем. И должны с вами сшить вот эту подошву и вот этот шов. Ниточка в данном случае у меня находится вот здесь. Поэтому в любом случае я буду сшивать двумя разными кончиками. Поэтому этим кончиком, раз он у меня находится вот здесь, я сошью вот эту вот деталь. Когда я заканчивала вязать вот этот следок, мой кончик, соответственно, вот здесь я закончила вязание, вот в этом углу. Так, дальше я его вот так вот сложила, эту деталь. Ниточка моя была вот здесь. Я ее под кромочными петлями продела вот сюда просто в угол, так, чтобы нам ее не обрезать. Сильно не перетягивала, просто вот переодела ее сюда, протянула. То есть вот таким образом, видите, под кромочные петельки. Вот так вот продела иголку и основной наш вот этот кончик, так как у нас был вот здесь. И дальше я продолжила сшивать. Вот мысок, подошву, ниточку здесь закрепила, и потом отдельным кончиком я сшивала вот эту часть. Так как рабочая ниточка на втором нашем следочке находится вот с этой стороны здесь, мы начнем наше сшивание вот с этой части нашего следка. То есть мы должны сейчас, вот видите, я вот так это заворачиваю, то есть эти две части я должна сшить между собой. Сшивать мы будем по лицевой стороне за кромочные петли. Значит, смотрите, вот моя рабочая ниточка. Здесь, смотрите, я буду вставлять нашу иголку справа налево за вот эти вот галочки, видите, вот справа налево, вот здесь, за вот эти галочки. Это вот с этой стороны. А с этой стороны, вот с этой стороны, где как раз у меня сейчас расположен мой рабочий кончик, я буду сшивать за крайние петли от нашей платочной дорожки. Не за кромочные, а после кромочных вот раз,
2, первая петля от платочной дорожки. То есть давайте сейчас приступим к сшиванию, по ходу вы все поймете. То есть здесь вот идет наша кромочная, вот здесь я прям в кромочную петлю справа налево за вот 2 дужечки вставляю иголку и ниточку вывожу. Так, иду на эту сторону, и здесь вот как раз таки следующая платочная дорожка, вот я вставляю сюда иголку справа налево. И вот наша галочка следующая, вот она у нас идет. За 2 вот эти дужечки вставляю справа налево. Следующая платочная дорожка. И следующая галочка с этой стороны. Вот. Справа налево и там, и там. Это мы сшиваем наш боковой шов. Итак, вот я сшила до конца этот шов. Вот такой он у нас получается. 2 края сшила между собой. Вот он смотрится так с лицевой стороны. И вот так он смотрится с изнаночной стороны. Ниточку от иголки я обрезала, потом в конце я этот кончик закреплю. Теперь нам осталось только сшить наш мысок и нашу подошву. Сшивать начну я вот с мыска, то есть вот следок у меня сейчас таким образом выглядит. Вот это наша выемка, которую мы вязали. Мы складываем 2 края между собой, и сшивать я буду по лицевой стороне. Поэтому опять взяла иголку с ниточкой и вставляю вот сюда в центр нашу иголку. На концах я никаких узелков не завязывала, а просто вот этот кончик до конца не вынимаю, а кладу его вовнутрь, и потом мы просто в конце его закрепим. И сшивать мы также будем здесь за кромочные петельки. То есть вот сюда мы вставляем иголку, ниточку вытаскиваем, сильно здесь не затягиваем, и здесь вот за вот эту вот бугорок и вот справа налево. Здесь вот справа налево и здесь вот за бугорок справа налево. Смотрим, чтобы все края у нас единственное совпадали, поэтому если здесь, к примеру, у нас петель получилось чуть больше, нежели здесь, то есть можно где-то вот рядышком еще как бы раз в эту петельку прошить так, чтобы единственные вот эти края обязательно в конце у нас совпали. Итак, вот я сшила наш мысок. Вот так у нас шов смотрится с лицевой стороны. Края у нас все совпали. Вот он у нас так смотрится с изнаночной стороны. Дальше вот мы складываем вот так 2 края. И теперь мы должны сшить вот эту подошву. Сшиваем мы также по лицевой стороне. И сшивать мы будем за именно кромочные петли. Иголку мы будем всегда вставлять вот за кромочные петли с изнаночной стороны на лицевую. Сначала с одной стороны и затем с другой стороны, вот в кромочные петли с изнаночной стороны на лицевую. Вот я прошила всю нашу подошву. Теперь иголку в конце я вставляю вот в середину, там где я закончила наш шов, и вывожу иголку и нитку на изнаночную сторону. Далее ниточку эту можем обрезать и по изнаночной стороне кончики самостоятельно закрепить. Вот так он выглядит, наш шов с лицевой стороны. Идет все гладко, абсолютно ничего не выступает. И вот так наш шов выглядит с изнаночной стороны. Тоже никаких больших выступов, ничего нет, все идет абсолютно гладкое. Теперь нам осталось только сделать обвязку, и обвязку я решила делать вот в 2 ниточки, то есть не в 3 моточка, а в 2 моточка. Край вот зеленой ниточки я ложу вовнутрь, и с середины я начинаю делать обвязку. Первый ряд обвязки я провязываю в кромочные петли столбиками без накида. Для обвязки мы берем крючок от 2,5 до 3,5 миллиметров. И вот в каждую кромочную петлю по кругу мы провязываем столбик без накида. Первый ряд обвязки я провязала. Обвязку я буду делать 2 ряда. Первый ряд я провязывала столбиками без накида, а второй круг я буду делать соединительными столбиками. То есть в каждую эту кромочную петлю я вставляю крючок, вынимаю петельку и эту петлю сразу же провязываю.
Вставили, вынули, провязали. При провязывании этого ряда стараемся контролировать натяжение петель и нити так, чтобы этот край не был сильно перетянут. То есть эти петельки не нужно сильно затягивать. Итак, я провязала и второй ряд обвязки до конца. Вот моя петелька. Дальше я делаю такую вот закрепляющую петлю и ниточку обрезаю. Дальше нашу петельку я вынимаю. И вот это место, вот эту петельку, которую мы закрепляли, хорошенько затягиваем. И дальше по изнаночной стороне этот кончик мы самостоятельно спрячем. И вот таких вот два красивых, замечательных слитка у нас с вами получилось. Вот так они у нас смотрятся. Очень красиво, очень аккуратно и при этом очень легко и быстро вяжутся. Итак, друзья, надеюсь, данное видео было для вас понятным и полезным, поэтому поддержите меня пальчиком вверх. Не забудьте подписаться на мой канал, ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока!